Вначале сливочный с тонкими нотками топленого молока, а потом легкий ореховый. Эти ароматы делают ее неповторимой, поистине королевской ватрушкой. Возьмем просеянную муку, сахар, соль, разрыхлитель, охлажденное или замороженное сливочное масло. Натираем на терке и хорошо перетираем с мукой. Должна получиться однородная крошка. Пока уберем тесто в холодильник. Приготовим начинку для нашего пирога с творогом. Оставляю в описании под этим видео еще один рецепт пирога с творожной начинкой. Добавим в творог яйца, сахар, ванильный сахар, сметану. Нам нужно сделать однородную массу. Все хорошо перемешалось, все ингредиенты соединились, то, что нужно. Сейчас уже можно включить духовку на 180 градусов. Берем форму для запекания, высыпаем большую часть теста и уплотняем его одинаковой толщины с небольшими бортиками. Высота их примерно 2 см. Высыпаем подготовленную творожную массу в форму. А сверху посыпаем оставшейся частью песочного теста. Духовка разогрелась. Отправляем нашу ватрушку в духовку примерно на 40 минут. Режим вверх-вниз. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Время прошло, ватрушка готова. Не спешите ее пробовать, она должна полностью остыть. Срез будет ровный, красивый, а на вкус это просто объедение. Кусочки аккуратные. Разрезать можно на части разного размера, покрупнее и помельче. Вкусный, мягкий, ароматный. Приятного аппетита!